Ребята, я снова вас рад приветствовать на канале Великий Манипулятор. Сегодня еще две монеты посмотрим. Это из серии топ-10 альткоинов для новичков. Будет NIR Protocol, а также Solana. Быстренько их обсудим. Не будем выжимать с них большие соки, потому что и так много уже обсуждений было в интернете по поводу этих двух проектов. Как обычно, вкратце их рассмотрим, посмотрим их график и посмотрим, какие в будущем сможем получить от них иксы. Также, ребята, в конце будет очень интересная новость, так что обязательно досмотрите это видео до конца. Новые подписчики, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, давайте будем развиваться вместе. Также ставьте лайки и, если не трудно, напишите несколько комментариев. Итак, погнали. Первая будет у нас Solana. Solana известна в сфере криптовалют благодаря невероятно короткому времени обработки транзакций, который предлагает блокчейн. Гибридный протокол Solana позволяет значительно сократить время проверки как для транзакций, так и для выполнения смарт-контрактов. Молниеносная скорость обработки Solana также вызвала большой институциональный интерес. То есть протокол Solana предназначен для обслуживания равно как мелких пользователей, так и корпоративных клиентов. То есть, ребята, данный блокчейн занимается тем, что очень ускоряет время проверки транзакций, как мы видим, и также смарт-контрактов. То есть все делается очень быстро. Что у нас по токеномике? Общее предложение 511 миллионов данных токенов. Сейчас циркуляция 345, это примерно где-то 60, может быть чуть больше процентов. Рыночная капитализация 11 миллиардов долларов. Ребята, как мы видим, проект начинает тяжелеть за счет рыночной капитализации. Чем больше рыночная капитализация, тем становится тяжелее токен. Потому что чем тяжелее токен, тем он медленнее растет, то есть именно в цене. Почем же продавали Solana для ранних инвесторов? Ребята, также обязательно это нужно знать. Как мы видим, по 4 цента, по 20 центов, по 22 цента, по 25 центов. То есть очень маленькая цена, даже по сравнению с сегодняшней ценой 32 доллара, 22 цента, это больше 100 иксов. Теперь, ребята, по графику давайте посмотрим. Итак, что мы видим? Максимальная цена была данного токена в районе 265 долларов за данный токен. Это сумасшедшие, ребята, иксы. Представьте, если цена пресейла была 4 цента, вы можете представить, сколько это процентов? Давайте посмотрим. 4 цента. Так, найдем примерно, где она здесь находилась. Так, 4 цента. Отсюда. И поехали. Так, вот она, конечная сумма. Ребята, 625 тысяч процентов. 625 тысяч процентов получили ранние инвесторы. Это просто нереально. Это просто нереально. Это сверхприбыли, конечно, они получили огромнейшие, потому что, как мы видим, и разгружались они очень долго. Сначала вот здесь так разгрузились, я так понимаю, неплохо, в районе 137 дней. Потом снова пошел рост, здесь также хорошо разгружались очень долго. Также район 84 дней. И также уже на пике, когда вышло, вот здесь также была разгрузка в районе 133 дней. То есть хорошо распродались, я так понимаю, большие инвесторы. Токен довольно хорошо сохранился. Даже при продажах вот таких токен сильно не обрушился. Не, естественно, здесь на графике не очень сильно так видно, но на самом деле обрушивался он довольно существенно. Давайте посмотрим. Здесь упал на 77%, здесь он падал на 63%, и сейчас от пика он уже упал, это уже в медвежке, на 89%, то есть на 90%. Довольно существенно, ребята. Может ли данный токен еще просесть? Некоторые блогеры ждут его в район на данный момент. Это район где-то 17 долларов и район 12 долларов. Где-то в этот район ждут некоторые блогеры данный токен, чтобы набрать и потом, естественно, полететь с ним в космос. Ребята, не думаю, что он туда придет. Почему? Потому что все зависит от биткоина. Если биткоин упадет на 10 тысяч, то, естественно, она может сюда прийти. Но у меня есть свое видение по поводу биткоина. Сможет ли он упасть на 10 тысяч? Я, конечно, могу быть неправ, но думаю, что он туда не упадет. Но все же мы посмотрим в будущем. Поэтому, если хотите закупать данный токен, то, естественно, можете на данных отметках, как обычно, часть закупить, 30% своего депозита. Если он пойдет ниже, сможете здесь докупить остальные 70%, либо 60%. У вас средняя цена также будет неплохая, где-то район 22 доллара. Это отличная цена, чтобы полететь вверх. И если мы даже с 22 долларов дойдем до его предыдущего all-time high, мы получим 10 иксов. То есть это хорошая прибыль, как для новичка. Перепишет ли Solana свой all-time high?
Также, ребята, все зависит от битка, а также от их технологий, потому что у них есть определенные проблемы сейчас в сети, то есть транзакции не такие быстрые происходят, нужно ждать некоторое время, то есть не очень себя сильно они обнадеживают. Но если они эти проблемы уберут, ребята, и биткоин перепишет свой all-time high, то, естественно, и по Solana мы можем даже прийти в район 350-450 долларов свободно. То есть можем даже с этих отметок туда долететь. На данный момент это будет у нас примерно также 1000% с этих текущих 32 долларов. Поэтому это хороший довольно проект, довольно сейчас надежно себя ведет. Нету такого глобального, как обычно происходит в альткоинах, вот так и вниз. Такого мы не видим, то есть постепенно идет вниз с какими-то перелоями и дальше спускается вниз и сейчас консолидируется. Посмотрим, естественно, по биткоину. Я думаю, что скорее всего удержимся. Так что для новичка довольно хороший проект, чтобы иметь в своем портфеле. Следующий будет это NEAR Protocol. Итак, NEAR Protocol это децентрализированная платформа, предназначенная для создания интернет-приложений. Сеть работает на механизме консенсуса Proof of Stake, который нацелен на обеспечение масштабируемости и стабильной комиссии. То есть такая универсальная платформа, на которой можно создавать интернет-приложения там разного рода и разного вида. Что также по токеномике. Мы видим, что максимальное предложение токенов 1 миллиард, циркулирующее предложение 73%, это довольно хорошо, потому что уже большая часть, она именно есть в циркуляции. По рыночной капитализации 2 миллиарда, ребята, это очень мало. И это очень хорошо, потому что есть куда расти, потому что данный протокол, он хорош как в работе, также пользуется очень большой популярностью среди больших инвесторов. NEAR. Итак, почем ее продавали также ранним инвесторам, как мы видим, по 3 цента, по 5 центов, по 12 центов, 15, 25, 29, 32, по 40 центов. Самая максимальная цена, по которой продавалась, это на CoinList'е по 40 центов. Минимальная это было по 3 цента. Вот ее график, ребята, давайте посмотрим от 3 центов, сколько она также дала иксов примерно. Так, нам нужно 3 цента. Это самая минимальная, почем покупали ее на сид-раундах. Так, 63 тысячи процентов, ребята. Это, ребята, в 100 раз меньше, чем дала Solana. В 100 раз меньше. И, как мы видим, опустилась она также сейчас на очень хороший уровень. На очень сильный уровень. И здесь, как мы видим, хорошо торгуется. Вот он здесь находится. Здесь он вот так выглядит. Получили инвесторы также свои огромные иксы, и также очень долго они разгружались. То есть, если мы посмотрим вот здесь, то примерно они разгружались, если по этой цене, 230 дней, ребята. Это практически около года. Но также, ребята, они здесь вот разгружались. Насколько здесь просел NEAR Protocol примерно на 77%, это также много, то есть немножко ее задампили, потом снова был рост, снова был бум, и здесь, да, разгружались уже основную массу, ребята. Итак, куда может прийти данный токен еще в этой медвежке? Также все зависит от биткоина, то есть может прийти даже в район вот сюда, в это накопление, в район 2 долларов и 30 центов. И вот в это $1.70 центов. То есть данный диапазон может прийти данный токен. Также большинство блогеров его здесь ждут, чтобы закупиться подешевле и понести наверх. То есть понести в следующий раз где-то в район там 35 и выше долларов. То есть минимальная, куда они видят ее, около 35 долларов. Я думаю, что сюда она может долететь очень легко с этой отметки. Это всего лишь 1000%. Это довольно мало для данного проекта, потому что, как мы видели, капитализация данного проекта очень маленькая. И данный проект можно еще разогнать и даже выше. Даже выше, в район 60 долларов легко. Как видим, не соскамился. Да, есть хорошая просадка, но на медвежке также все ребята просаживаются. Если возьмем от пика вот сюда до лоя, который мы имеем, это 84-85%. Это также существенно уже просел данный токен. То есть возможно действительно, что мы можем провалиться, есть вероятность, что биткоин провалится и NEAR придет в этот диапазон, и здесь его можно будет закупиться. То есть также для новичков данный проект очень хорош, довольно надежен, чтобы не потерять свои деньги, хотя криптовалюта это всегда очень высокорисковые активы, и как мы знаем на примере Terra Luna, которая соскамилась, ребята, и сейчас
стоит ниже нуля. Поэтому все риски, ребята, берете на себя, потому что это дисклеймер, не финансовый совет. Я показываю, что я делаю, какие я проекты покупаю. То есть и Solana, и NIR протокол в моем портфеле уже есть. Я уже набрал по текущих ценах, которых они сейчас стоят. Если будут проваливаться вниз, возможно, я их доберу еще немного, это возможно. Но если это будет реально существенная просадка. Если NIR даже с $3.20 упадет хотя бы до $1.50, я подберу. Если там в район $2.50, я даже не буду тратить на это деньги. Итак, а теперь по новостях, ребята. Есть только одна новость, которую я хотел вам сообщить. Celsius подала заявление о немедленном банкротстве. Кто знает, кто такие Celsius, ребята, вы знаете, о чем я говорю. Криптовалютный кредитор Celsius подал в суд Южного округа Нью-Йорка заявление о немедленном банкротстве согласно положениям 11 главы Кодекса США о банкротстве. То есть Celsius был одним из крупнейших сервисов криптовалютного кредитования. По состоянию на май этого года компания владела кредитным портфелем $8 миллиардов и управляла средствами на сумму 12 миллиардов. Но на начало июля сумма долга Celsius составляла около 820 миллионов. При этом большая часть долгов уже выплачена. Однако пока непонятно, хватит ли у Celsius средств для выплаты депозитов клиентов. Компания подчеркнула свое намерение выплатить все долги, однако финансовые специалисты опасаются, что процесс возмещения растянется на долгое время и станет повторением ситуации с биржей MTGOX. Ребята, кто не знает о бирже MTGOX, она соскамилась, закрылась и заморозились средства очень многих людей на очень много миллионов и миллиардов долларов, ребята. Почему я обратил ваше внимание на данную новость? Ответ находится вот здесь. То, что случилось с биржей MTGOX. То есть, ребята, не держите свои токены на биржах, купите себе аппаратные кошельки, либо же, если не хотите тратиться, заведите себе кошельки MetaMask, либо другие на своих мобильных устройствах и там храните свои средства. Потому что если биржа какая-то закроется, заскамится, ваши средства будут заморожены в лучшем случае на несколько лет, в худшем случае вы не получите вообще ничего. Поэтому, ребята, заведите себе хорошие электронные кошельки и там храните свои средства, ребята. Чем ближе к сердцу, ближе к душе, тем вы спокойнее спите. А с вами, как всегда, был Серж на канале Великий Манипулятор, и до следующей встречи. Всем пока!